Приветствую всех на моем канале, моих постоянных зрителей и читателей, а также тех, кто попал на мой канал впервые или случайно. Сегодня я буду готовить тефтели и приглашаю всех приготовить такое вкусное, простое и очень сытное блюдо. Я взяла фарш, у меня классический фарш, свинина плюс говядина. Ну, естественно, там перчик, соль и яйца. Фарша у меня примерно килограмм. Риса я отварила стакан, но столько много я брать не буду. Тефтельки можно сделать более, так сказать, мясные, а можно сделать более воздушные, рисовые. Но я буду смотреть по фаршу, как у меня получается. Я не хочу делать сильно рисовые. Хочу такие вот в меру, чтобы все было. И риса, и мясо. Вот этого, наверное, и достаточно. Фарш я убираю в сторонку. Беру также одну морковку и одну луковицу. Морковку я буду натирать на терке, а луковицу я мелко порежу. Лук у меня ужасно злой. У меня даже слезы брызнули. Поэтому перед тем, как его прожаривать, я его промою горячей водой. Дам постоять буквально 1 минутку. Этого достаточно. Ну, 2-3 максимум. А в это время подготовлю посуду, в которой я буду готовить. Мне очень нравится такой способ убирать горечь с лука. Еда получается не такая остро-горькая, вот так вот можно сказать. Лук прожариваю до прозрачного состояния, называю его стеклянным. Сюда же перекладываю морковку. Сбавляю огонь. Дам морковочке немножечко протушиться на небольшом огоньке. Хорошо нужно перемешать, чтобы лучок не горел. И накрою крышкой. Морковочка стала мягкой. Я выключаю, пока выключаю огонь. Беру примерно половину, чуть меньше половины лука с морковкой и добавляю в фарш. Чуть-чуть еще возьму. Это равномерно распределяю. И сюда я буду ложить тефтельки. Пока дальше работаю с фаршем. Так, хорошо перемешала, и мне нужно добавить сюда еще 2 яйца. Теперь нужно хорошенько перемешать. Если недостаточно соли, то нужно немножечко подсолить.
Мне буквально вот немножко нужно соли. И также в этот фарш я добавляю ложку томатного соуса. Поэтому я не беру никаких специй, потому что соус у меня армянский. Он сразу идет с лук, чеснок, ну, томатный, само собой, сельдерей, ну, со специями. Вот таким я пользуюсь. Когда я не добавляю соус в фарш, я добавляю любимые специи. И нужно опять хорошенько все перемешать. Если фарш у меня по какой-либо причине получается жидковат, я добавляю прям вот немножечко белых сухарей. Сейчас я начну формировать тефтельки. Хочу рассказать, что я не делаю тефтели все одинакового размера, потому что мы все любим разные. Допустим, я люблю маленькие, сын тоже больше склоняется к маленьким, чем к большим, а папа у нас любит, чтобы тефтелю съел, можно сказать, и наелся. 2-3 штуки не хватит. Нет, поэтому я делаю все разные. И средние, и маленькие, и более крупные. То есть пытаюсь угодить всем. Это вот большая, это для папы. Он будет их выбирать специально, все крупные. Я люблю, когда они маленькие, мне больше нравится. Они прекрасно провариваются, и те, и другие. Так что нету такой вот необходимости мне делать их все одного размера. Они у меня все разные. Какой хотите, такой и берите. Тем более это же домашняя кухня, а не ресторанная, где недовольный клиент предъявит какую-то претензию, что его не довесили кусок тефтелины. Поэтому делаем, так сказать, на любой вкус. Сейчас делаю и думаю, это, конечно, не на вкус, это больше каприз. Потому что никому в кафе не придет в голову подойти к повару и сказать: слышь, а что это у тебя там тефтели такие мелкие или крупные? Все молча берут, кушают и в лучшем случае благодарят. А дома ведь можно покапризничать, сказать: хочу такие. А другой: нет, я хочу такие. Ну, я, естественно, что ж я буду отставать? А я хочу тогда мелкие. Да, вот. Итак, от своих философских рассуждений возвращаюсь к тефтелям. Дальше я беру этот же соус, разбавлю его водичкой прямо из фильтра и залью свои тефтельки. Пока возьму столько и посмотрю, что получается. Соус этот острый, поэтому я добавлю сюда буквально 1,5 ложечки сахара. Что-то плавает. Не поняла сначала, думала, что такое плавает, а это, оказывается, кусочек или сельдерея, или чесночка. В общем, там даже лук. То, что нужно для тефтелек. И заливаю этой массой, соком. Сложно это назвать. Ну, назову массой. Залью тефтельки. Вот так это выглядит. Сейчас я включу на средний огонь и оставлю тушиться на полчаса. Забыла сказать, что тушу под крышкой. Итак,
Итак, тефтельки готовы. Я их выключила. Смотрим, что у меня получилось. А получилась у меня вот такая вот вкусняшка. Я уже попробовала. Это действительно вкусно, это сытно и это несложно. А на этом я со всеми прощаюсь. Желаю всем всего самого-самого хорошего. И, конечно же, до встречи в следующих видео. Пока-пока!